Как на праздник. Крым голосует, несмотря на дождь. Уже с утра на участках высокая явка. Крымчане и молодые постарше голосуют в основном за присоединение к России. Россия – это наша родина. И работа, и учеба, и вид города, вид региона, Крым по отношению к туристическому бизнесу, да, вот именно то, что должно быть. Буквально все. Просто украинские власти на это не смотрят. Впрочем, как правильно голосовать, на каждом углу напоминает агитация. Несмотря на 2 дня тишины, ее никто не убирал. Зеленые человечки только возле украинских воинских частей. Возле участков милиция и иногда представители самообороны. Как и раньше, журналистам здесь не очень рады. Чтобы получить аккредитацию на референдум, мы выстояли в очереди полдня. Но наличие вот этого документа с печатью еще не означает право на съемку. Нужно было зарегистрироваться только на одном из участков до его открытия. Иначе съемку никто не разрешит. Без проблем журналистов пропускают снимать разве что первых лиц. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов голосовал в музыкальной школе. Настроение приподнятое, прогнозы оптимистичные. Выбирал наше будущее, выбирал... За счастливое будущее голосуют некоторые представители крымских татар. В Симферополе немедленно сделали вывод, что крымские татары ослушались лидеров и приняли участие в референдуме. Они видят, что только добрые отношения сегодня между нами, то есть между русскими, крымскими татарами и гражданами других национальностей. И все, что мы сегодня делаем, несет только позитив с точки зрения вот наших крымских внутренних отношений. Все понимают, что будут только плюсы при сегодняшнем голосовании. Но лидеры крымских татар уверяют, есть только единичные случаи голосования. В том же Бахчисарае татары в избирательной комиссии даже не вошли, говорит Ильми Умеров. Если даже где-то какие-то информации проскальзывают, что крымские татары пошли на референдум, этому верить нельзя, потому что это ложь. Те, кто считает себя украинцами, решили игнорировать референдум. И вместо того, чтобы идти на голосование, решили дома лепить вареники. Мы договорились об интервью с несколькими семьями, но в последний момент они от интервью отказались. Они боятся за свою жизнь. Быть украинцем в Крыму стало опасно. Скажем по-другому, бути украинцем в Крыму стало небезпечно. Василий Овчарук – один из тех, чье фото с надписью «Предатель Крыма» было развешено в подъездах. Говорит, многие украинцы уже уехали с полуострова. Сам он покидать Крым не собирается. Я громадянин України. Я тут живу вже більше 40 років. Куда мне деваться? Не намерены уезжать и крымские татары. Они готовятся жить в другой стране, рассказал в интервью нам Рифат Чубаров. Выглядел он уставшим. Это наша земля, земля крымских татар. Нас один раз оттуда депортировали. Потом наши дома поселили других людей. Многие, кто сегодня голосует, это дети тех людей, которым дали наши дома. В какой-то мере я понимаю их стремление возвратиться на свою родину. В отличие от Чубарова, самопровозглашенный крымский премьер Сергей Аксенов выглядел очень радостным и даже пообещал выпить за успешный референдум. Вечером мы хотим это все отметить. И первый шаг будет, конечно, как только услышим результаты, мы по рюмке однозначно за это дело поднимем. Сергей Аксенов пришел на участок вместе с депутатом Госдумы, который в Крыму в статусе наблюдателя. Все очень четко, урны опечатаны, выездное голосование на всех участках проводится. И все организовано очень системно, спокойно. И главное, у нас есть опыт наблюдения за выборами в разных странах. Все это организовано очень быстро. В Крыму зарегистрировано 123 наблюдателя со статусом «международный». Среди них в основном симпатики России. Уверяют, что приехали не за деньгами. Никто не платит за это внешних денег. Все деньги – это деньги Евросоюза, которые являются взносами, но в поддержку think-танка, в поддержку некоммерческой организации. Матеуш Пискорский на родине считается достаточно радикальным политиком и идеологом местного движения скинхедов. Есть среди наблюдателей и представитель Компартии Греции Харлампос Ангуратис, которого считают неосталинистом. У своїх країнах вони представляють такі радикальні, якісь навіть неонацистські партії. Тому, так, вони формально є громадянинами Європи, але, я ж кажу, в середовищі серйозних моніторних місій до них ніколи не було довіри. Комитет избирателей Украины, так же, как и опора, за крымским референдумом не наблюдает. Они просто информируют о происходящем. Контролеров от ОБСЕ на полуостров не пустили. Первые результаты крымского опроса ожидаются до конца дня. С Крыма Владимир Горковенко, Дарина Кошеленко. События недели.